Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать о телеграм-боте Boinkers. Давно не было видео, по-моему, про Boinkers. Уже мать моя женщина, сколько я не снимал про него. Но я в этот проект до сих пор играю. Немножко меня это уже перетряхивает. Я не люблю, когда так долго идут проекты. Единственный из всех телеграм-ботов, который мне понравился, это был Зу. Не в том плане, что он хорошо раздал там, или это была мега там тапалка, а в том, что это было небольшое количество времени. Я от нее не устал. Долго это не было. Там, сколько, 2 или 3 месяца, поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. Чуть-чуть поправлю микрофон. Не ошибаюсь, если я, поправьте меня в комментариях, но это было быстренько, я не успел от него устать. А когда вот тапалки у нас проходят больше полугода, да, там начинает уже напрягать. И давайте я сейчас найду в их, получается, боте, когда он вообще у нас стартанул, когда у него были первые позывы на вот эти, не знаю, рвотные рефлексы, потому что связано все это вот с какахами у нас. Ну и вот, я тут нашел, давайте так сделаю, получается, вот, Telegram-бот Boinkers. На данный момент пользователей в месяц 6 миллионов 400 тысяч человек. Действительно ли столько людей в него играют, маловероятно. Объясню почему потом чуть-чуть попозже в боте. Скорее всего, такая цифра накрученная очень сильно по той простой причине, если вы играете в большое количество телеграм-ботов, то вы видели, что во многих из них есть реклама Boinkers. То есть в заданиях переходишь, нужно перейти в бота Boinkers и поиграть. Вот, во многих тапалках. Я даже сейчас на память могу сказать, какие это были телеграм-боты. Точно, в City Holder была реклама Boinkers. И она до сих пор там, по-моему, даже висит, если не ошибаюсь. В гейм-центре Citizen висит Boinkers, получается, тоже. Даже если я не ошибаюсь или ошибаюсь, в Окселе тоже было. Но вот даже, видите, на память помню даже несколько проектов, в которых есть точно реклама Boinkers. То есть они максимально вваливают свою рекламу, а вваливают что они? Наши деньги, которые мы туда занесли, заносили и заносим. Я не заношу уже, я бросил это, получается, неблагодарное дело. Больше туда не заношу. Вот. И поэтому здесь такая раздутая очень цифра, но она с действительностью вообще не совпадает. И вот первый пост, что может делать этот бот, это тогда, когда я его запустил. Это было у нас 14 октября 2024 года. Давайте перейдем в новостной канал. Здесь будет попроще увидеть все это. И вот в новостном канале, по крайней мере, уже какую-то активность можно отследить под их постами новостными. Видите, по 100 тысяч, по 95 тысяч просмотров. То есть это и есть та активная аудитория, которая действительно смотрит на новости, да, следит. Это вот 100 тысяч, но никак не 6,5 миллионов. Давайте я сейчас найду. То есть я, получается, играю уже 6-й месяц в этого бота, потому и говорю, что меня уже начинает поднапрягать это все дело. А вам я крайне не советую заходить в подобные боты, вносить сюда донаты, потому что это мега донатный бот. Здесь все подталкивает к тому, что купи. Все вроде бы так, бывают очень бешеные деньги, нафиг мне это надо, бывает, смотришь там 20 центов, а что такое 20 центов, копеечки, занесу 20 центов. И таких человек 100 тысяч по 20 центов, и, извините, это уже 20 тысяч долларов, да. Так что крупные такие суммы могут падать. Я это образно вам говорю. И вот смотрите, 6 июля 2024 года был создан канал, и 30 июля вышел пост, уже где есть Boinkers, получается, official у нас, реклама всех своих каналов. И получается, вот он, старт у нас, образно-теоретический, да, где сейчас найдем какой-нибудь пост, где уже у нас есть описание. Вот Boinkers, Boinker бот. Это у нас пост был от 1 августа. И судя по этим датам, 8 месяцев, пошел 9-й месяц этой игры. Многие скажут, что на заглавном экране там написано, что это не является там, что вам не дадут дроп и тому подобное. Вкладка аирдропа здесь есть. То есть airdrop они по сути раздать обещают. То, что вы видите на заглавном экране, читайте, пожалуйста, внимательно, что там написано. Там написано, что именно токен Boeing не является каким-то финансом, и то есть мы не рассчитываем ни на что. По сути, нам дадут этот дроп, вам дадут этот Boeing токен, да, и он может ничего не стоить. А про дроп никакой информации на заглавном экране нет, что никакого дропа мы не получим. Кнопка дропа у нас есть, дроп-банк,
То есть вот оно Дропбанк, мы здесь все качаем, новые какие-то появились эти. Я уже на алтарь этот забил, не доначу сюда, не собираю вот это все. Видите, все по нулям у меня. Получается, уже тут больше 2 миллионов боинкерсов на Луну отправил, этих чувачков наших. И что? Я думаю, по этому телеграм-боту уже 9-й месяц. Сколько можно? Информации по дропу нету. До этого были посты о том, что вот мы сейчас будем отсеивать ботов. И я думал, но это было месяца 2, наверное, назад, что я думал, вот-вот сейчас будут отсеивать ботов, будут отсеивать фермы, будут отсеивать неактивных игроков. И приближается дело к дропу. Но нет, я заблуждался. И получается как-то так. Смотрите, в чем суть. Я понял одну простую истину вообще во всех этих телеграм-ботах. Максимально, сколько можно заработать дроп и, по сути, потратив меньше всего времени, это, если вы все-таки собираетесь вносить донаты, это нужно делать на последних стадиях проекта. Тогда максимально за это все насыпают, максимально за это вознаграждают. И я уже на примере нескольких ботов, 2, 3 там, или 4, убедился в том, что на ранних стадиях донатить в проекты неблагодарное дело. Я один из тех людей, сам видели, в октябре месяце, то есть если в августе начался, август, сентябрь, октябрь, на 3-м месяце игры я сюда зашел, и я задонатил сюда тоже сумму денег, там 250 или 300 долларов, и это было все на ранних стадиях. Донатил я в эти лифты, покупал вот здесь в магазинах эту энергию, то есть, которая стоит вообще неимоверно бешеных денег. И сейчас вы мне напишите в комментариях, что нафиг это надо было делать, здесь ее и так насыпают мега много. Вы, наверное, тогда не играли на начальных стадиях, когда здесь у вас было 50 энергии, и вы ждали, пока она восстановится, и из лифта, если выпадало там 150 или 200 энергии, это было неимоверно гигантские суммы, когда не было вот этих вот всех у нас ивентов, не было вот этих вот всех ивентов, не было ничего, был только лифт и вот это вот колесо, которое, если выпадало там 3 или 4 или 5 спинов, это было вообще за радость. На тех самых этапах я и донатил. Я покупал по 3, по 5 спинов, да, чтобы что-то хотя бы заработать в этом телеграм-боте. И что, к чему мы пришли? То есть, внося тогда 250 долларов, я, по сути, не добился ничего. Сейчас люди, которые зашли позже меня, которые принимают участие во всех этих вот ивентах, которые бесплатно можно все это набивать, имеют баланс, возможно, даже больше, чем у меня. Я сейчас даже уже не посчитаю, если мы сюда перейдем, где мне не посмотреть, даже не вмещаются сюда эта цифра. Это триллионы, сексиллиардов, миллиардов какашек уже. Вот. И к чему я говорю, что по факту сколько здесь людей принимает участие, что в бот там заходит 6,5 миллионов человек, все это вранье, потому что я вот сегодня, да, там нужно на протяжении нескольких дней, не кручу эти спины пока, не кручу, получается, наш автомат, лоты, и не зарабатываю какашечек. Это вот все, что накапало, мне получается просто доходом в час. И я нахожусь на 90-тысячном месте. То есть вообще ничего не делая на 90-тысячном месте. Соответственно, под просмотры, под постами по 110 тысяч, по 90 тысяч человек, это и есть та самая активная аудитория, которая здесь принимает участие. Все. Предел здесь 100 тысяч человек, которые действительно активно играют. Остальное все это тупо накрутка. Итак, по поводу ранних донатов, смотрите, что я могу сказать. Сейчас, если бы я эти деньги по факту бы вваливал, да, допустим, те же самые 250 долларов, давайте перейдем в какой-нибудь из, вот здесь, награждений. Вот смотрите, по сути, я бы сейчас, вот здесь собирая, да, тут нужен был донат внести там 2,4 доллара, да, потом мы вверх поднимаемся и 24 доллара. По сути, 27 долларов. И я в общей сложности бы здесь набирал уже 500 000 спинов. Раньше я покупал за 3 или 5 или что-то такое долларов там эти 5-10 спинов. Представляете, какие разницы вообще во всех этих суммах. И здесь опять плюнули в лицо ранним донатерам. И сделали так, что сейчас я вообще ничего не вкладывая, имею по 750 тысяч, по миллиону, по-моему, даже до 1,5 миллиона доходил спинов здесь. Вот я жду сейчас окончания ивента вот этого. Он закончится, на новый ивент буду тратить эти спины. Сейчас имею там по 50 миллионов, по 100 миллионов, по 500 миллионов этой энергии. А раньше я ее здесь в магазине покупал, эту энергию. Вот смотрите, давайте сейчас покажу. На 12 долларов, образно там 110 тысяч, а до этого было еще меньше. Там давали буквально там 10 тысяч энергии там за 5 долларов, что-то такое. Представьте, насколько все это изменилось, насколько здесь стало легко это все зарабатывать, в отличие от того, что было в начале у нас.
Так что не знаю, как здесь будет распределяться дроп. Все будет зависеть от нашей прибыли в час, да, сколько мы тут зарабатываем, либо от отправленных боинкеров на Луну, сколько мы их отправили, либо от этих артефактов в алтаре, да, либо от приглашенных друзей, либо от внесенных донатов, да. Но как в ЗУ оказалось, да, что люди, кто раньше донатил, получил примерно столько же, сколько люди задонатили в конце, но гораздо меньшими суммами. То есть, ранних донатеров кинули, получается, возможно, сейчас в бомбе будет такая же ситуация, и здесь то же самое сделали, кинули ранних донатеров, сделали сейчас мега все бесплатно, мега много все зарабатывают. Но я, по сути, сейчас бесплатно зарабатываю столько же, сколько зарабатывает человек, который позже зашел и начал играть тоже бесплатно. Мы с ним на равных находимся, но у меня до этого внесено 250 баксов, а у него нет. И, возможно, мы дроп получим тоже одинаковый. Так что вот такая вот ситуация с телеграм-ботом, этим Boinkers. Уже 9 месяц пошел, и когда все это закончится, я не знаю. Но, в принципе, много времени у меня не отнимает заходить быстро прощелкать, что-то собрать. Единственное, что он красочный, интересный, ну и хотя бы необычный, в отличие от других телеграм-ботов. Здесь хотя бы есть чем заняться. Но крайне вам не советую сюда заходить, потому что говно есть говно, и мы получим здесь тоже, соответственно, говно, на котором мы здесь зарабатываем. Так что посвятите лучше жизнь себе, близким, и не лезьте в это говно. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.